Стоп, прежде чем вы пролистнете дальше, задержитесь на минуту. Потому что эта неделя в мире турецких сериалов оказалась одной из самых взрывных за долгое время. И я обещаю, то, что вы услышите к финалу, заставит вас пересмотреть половину громких заголовков, которые вам уже подсунули другие. Начнем с того, что гремит громче всего. Имя Керема Бюрсина внезапно оказалось в списке людей, вызванных в прокуратуру. Да, того самого Керема, в которого влюблены миллионы. И заголовки уже кричат страшное слово на букву «СС». Но правда об этом вызове совсем не такая, какой ее пытаются вам продать. И вот здесь вас ждет первый шок, потому что один хитрый газетный прием способен за секунду превратить невиновного человека в фигуранта. И я покажу вам этот трюк вживую, ближе к концу. Не пропустите, иначе вас будут обманывать и дальше. Теперь Ханда Эрчел. Она наконец заговорила и произнесла слова, которые ее поклонники тут же разобрали на тайные послания. Кто-то услышал намек на новую любовь, кто-то на возвращение к бывшему, а кто-то на то, о чем вообще боятся сказать вслух. Что же на самом деле скрывается за ее фразой? Ответ окажется куда неожиданнее всех этих догадок. И, конечно, Can Yaman. Он покорил Европу и вышел за наградой под аплодисменты целого зала. Но мало кто знает, через что ему пришлось пройти ради роли и что именно он сделал со своим телом. Эту деталь обсуждала вся Италия, и вы поймете почему. А это только начало. Дальше вас ждет Афра Сарачоглу, которую камеры застали поздним вечером у самого порога дома. И то, как она закрыла лицо и что бросила журналистам, взорвало всю Турцию. Вас ждет Эльчин Сангу, приехавшая в дворец правосудия. И ее слова о людях оказались страшнее любого обвинения. Вас ждет актер, о котором старую сенсацию почти 3-летней давности вам пытаются выдать за свежую новость. А еще молчание одного из самых закрытых актеров Турции, вокруг которого уже успели сочинить фейк о конце карьеры. Я разложу все по фактам, отделю правду от вброса. Покажу, где вас держат за наивного зрителя. И объясню, какие новости действительно нельзя пропускать. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем, и самое интересное я приберег на финал. Хочу, чтобы вы сразу представили эту картину. Вечер, юг Италии, маленький приморский город Северата. На сцену выходит мужчина, которого еще несколько лет назад половина Европы знала исключительно как красавчика из турецкой мелодрамы. И вот теперь ему вручают награду. Не за милую улыбку, не за подписчиков, за роль. 25 июля Джану Яману вручили золотую колонну на 23-м кинофестивале Магна Граеция. Награду связали с его работой в международном сериале «Сандакан». Перед самой церемонией актер встретился с журналистами в муниципальном дворце, а снаружи, как водится, его уже поджидала толпа. Люди приехали не ради абстрактного фестиваля. Люди приехали ради него. И вот тут давайте честно. Называть эту статуэтку главным мировым кинопризом было бы дешевым трюком, а я вас обманывать не собираюсь. Золотая колонна – это награда конкретного итальянского фестиваля, не государственная премия и не Всемирный киноолимп. Но знаете, что интересно? Значение того вечера от этого ничуть не падает. Потому что в этот раз Джану награждали не за то, за что привыкли, не за внешность, не за старые романтические сериалы. На сцене говорили о Сандакане, о роли, ради которой ему пришлось доказать, что за образом любимца публики прячется актер, способный вытянуть огромный историко-приключенческий проект. Задержитесь на одной детали вместе со мной. Еще каких-то несколько лет назад значительная часть европейских зрителей знала Джана прежде всего как Джана де Вито из «Ранней пташки». Длинные волосы, легкий юмор, эти его взгляды и та самая химия с Демет Оздемир, которую фанаты пересматривают до сих пор. Такой успех открывает все двери разом.
но он же способен превратиться в красивую, удобную клетку. Публика хочет снова и снова того же героя. Продюсеры несут похожие сценарии. А любую попытку рискнуть встречают одним и тем же вопросом: зачем ломать то, что и так прекрасно продается? Джан пошел против этого течения. Он начал строить карьеру в Италии, снялся в проекте «Фиолетовый как море», а затем взялся за образ, который итальянцы десятилетиями связывали с совсем другой эпохой и совсем другим актером. А это, поверьте, риск огромный. Сандакана нельзя сыграть одной улыбкой. Тут нужна физическая форма, пластика, внутренняя сила и совершенно иная актерская энергия. И вот вам факт, который многое объясняет. Сам Яман рассказывал в эфире «Рай», что во время подготовки к роли сбросил 10 килограммов. Только давайте без глупостей, речь не о модной диете и не о совете кому-то повторять. Это была часть работы. Актеру нужно было выглядеть подвижным, выносливым, убедительным в приключенческих сценах, а не просто красиво стоять в кадре. И результат заметили не только преданные поклонницы. Сандакан вышел на Рай Уна в декабре 2025 года как крупный телевизионный проект, рассчитанный еще и на международное распространение. А дальше начало складываться то, что случайностью уже не назовешь. 9 июня Джан получил награду как международный исполнитель главной роли на премии Настри D'Argento Grande серии. 10 июля сам Сандакан отметили международной наградой как лучшую совместную продукцию. И только после этого пришла золотая колонна в Саверато. Улавливаете? Это уже не любезность организаторов фестиваля. Это цепочка. 3 признания за одну и ту же работу за пару месяцев. Вот что цепляет меня в этой истории по-настоящему. Спорить можно о чем угодно. Насколько удачно Джан переосмыслил легендарного персонажа. Как он смотрится рядом с исполнителями прошлого. Костюмы, режиссура, грим, вкус у каждого свой, и слава богу. Но одного отрицать уже не выходит. Яман вырвался из пространства турецких романтических комедий и заставил европейскую индустрию воспринимать себя всерьез. А это удается единицам. И такой переход почти никогда не проходит гладко. Одни фанаты хотят прежнего Джана, дерзкого, влюбленного, знакомого. Другие годами ждали, когда он наконец перестанет доказывать очевидное и возьмется за фигуру покрупнее. Скажу от себя, по-мужски, мне второй путь ближе. Красивых мужчин в сериалах, пруд-пруди. А вот актеров, готовых поставить на кон удобный образ, ради следующей ступени куда меньше. Ностальгия по ранней пташке при этом никуда не делась. Стоит Джану или Демет появиться на любом крупном мероприятии. Как в комментариях мгновенно всплывают Джан Девит и Саним. Кто-то мечтает о новом совместном проекте, кто-то до дыр пересматривает старые сцены. Подтвержденной новости об их воссоединении в одной картине нет, и выдумывать тайные договоренности я не стану, не тот канал. Интереснее другое. Оба давно идут своими дорогами, но именно тот сериал до сих пор напоминает, с какой точки начался их международный взлет. Вечер в Саверато показал, как далеко Джан ушел от того времени. Он больше не пытается повторить прежний успех кадр в кадр. Он строит новую репутацию, медленно, местами спорно, зато с размахом. Золотая колонна не превращает человека в великого актера за один вечер, будем реалистами. Но она подтверждает вещь поважнее. Риск с Сандаканом заметили. А теперь держите вопрос, на который мы вернемся чуть позже. Пока Джан принимал награду под аплодисменты итальянской публики, его бывшая экранная партнерша уже представила сюрприз совсем иного рода. И связан он был вовсе не с актерской профессией. Но прежде чем мы дойдем до Демет, нам нужно поговорить о другой звезде. О женщине, чье имя стало символом турецких сериалов. Ханда Эрчел вдруг заговорила о мечтах и внутренних границах, и некоторые ее слова прозвучали куда личнее обычного модного интервью.
Слова Ханда Эрчел прозвучали почти сразу после итальянского триумфа Джана Ямана, только настроение у этой истории казалось совершенно другим. Никаких вспышек красной дорожки, никаких статуэток и победных речей. 30 июля издание Based Istanbul опубликовало новый фрагмент разговора с актрисой, где она рассуждает о мечтах. Ханда говорит о том, что человеку необходимо мечтать, чтобы раздвигать границы собственного мира и однажды превзойти даже те желания, которые когда-то казались недостижимыми. Красиво? Не спорю. Но вот в чем фокус. Поклонники Ханда давно научились слушать ее куда внимательнее, чем обычную знаменитость. Каждая ее фраза мгновенно разбирается на скрытые смыслы. Одни слышат намек на новый этап карьеры, другие ищут личное послание, третьи тут же вспоминают прошлые отношения и пытаются привязать слова о переменах к конкретному мужчине. А я вам предлагаю не спешить. Давайте по фактам. Ханде не объявляла о тайной свадьбе, не сообщала о возвращении к бывшему возлюбленному, не анонсировала новый сериал. Перед нами философский фрагмент журнального проекта, а не зашифрованное признание. Превращать каждое красивое предложение женщины в любовную головоломку. Занятие, конечно, увлекательное, но, честно говоря, довольно неблагодарное. И вот тут есть деталь, которая делает всю историю интереснее. Большой материал Based Istanbul под названием «Внутренние пейзажи» появился еще 30 июня. Там Ханда представлена человеком, который не подгоняет мечты под размеры своей нынешней жизни, а сама старается дорасти до этих мечтаний. Публикация 30 июля просто продолжила ту же линию. То есть перед нами не случайная фраза, выхваченная из пустоты. Перед нами тщательно выстроенный образ женщины, которая хочет, чтобы ее воспринимали взрослеющей и меняющейся личностью. Чувствуете, что поменялось? Раньше публика чаще обсуждала, с кем Ханда появилась, кому улыбнулась, почему удалила или не удалила фотографию. А теперь сама актриса все настойчивее предлагает говорить о другом, о внутреннем росте, о профессии, об искусстве, о границах, которые человек чертит себе сам. Только выходит, это у нее не всегда идеально. И давайте будем честными. Стоит Ханде дать интервью, как половина обсуждения все равно скатывается к ее внешности. Одни восхищаются, другие сравнивают новые снимки со старыми. Третьи рассуждают о ее лице с такой уверенностью, будто лично стояли рядом с визажистом. И вот тут скажу как мужчина. Эти разговоры давно заслонили главное. А главное в том, что Ханде изо всех сил пытается перестать быть просто красивой девушкой из романтического сериала. Путь у нее был долгий. В «Любовь не понимает слов» зрители увидели живую, эмоциональную Хаят, которая могла спорить, ошибаться, попадать в нелепые ситуации и при этом оставаться невероятно обаятельной. Потом пришла Эда из «Постучись в мою дверь», героиня, после которой имя Ханды узнали далеко за пределами Турции. И вот дальше ее работы уже воспринимались не как обычные роли, они воспринимались как проверка. Сможет ли актриса выйти из тени собственного самого популярного образа? А вот здесь скрывается настоящее напряжение этой истории. И это, кстати, парадокс, о котором мало кто задумывается. Большой успех иногда мешает сильнее, чем провал. Смотрите сами. После неудачи человек может спокойно начать заново, ему нечего терять. А после феномена от него требуют повторить чудо. Причем желательно с тем же партнером, той же прической и той же улыбкой. Ханде выбрала другое. Мода, международные мероприятия, журнальные съемки, кино, более сдержанная публичная манера. Кому-то новая Ханде кажется слишком закрытой. Кто-то откровенно скучает по девушке, которая заливисто смеялась в романтических комедиях. А мне кажется, что перед нами нормальное, здоровое взросление. Но не обязан человек всю жизнь соответствовать кадру, который полюбили несколько лет назад. Вы бы согласились всю жизнь оставаться таким, каким были в 20 лет?
Вот и она не обязана. Разумеется, имя Керема Бюрсина продолжает всплывать рядом с ее именем. История Эда и Серкана слишком глубоко вошла в жизнь поклонников, а реальные отношения актеров когда-то сделали эту экранную пару еще более значимой. Но свежий разговор Ханды не дает ни малейшего повода снова их соединять. Такой намек был бы удобным, громким и абсолютно пустым. А пустышки я вам скармливать не буду. Настоящая интрига совсем в другом месте. Что последует за этими словами о мечтах? Новая роль? Международный фильм? Неожиданная творческая пауза? Или еще более глубокое погружение в мир моды? Ответа пока нет, но одно видно четко: Ханде больше не хочет просто жить внутри чужих ожиданий. И вот вам мостик к следующей героине. Пока одна актриса рассуждает о внутренних границах и больших мечтах, другая получила поддержку вообще без всяких громких слов. Прямо на съемочную площадку Озги Ягыз приехали люди, рядом с которыми не нужно играть сильную женщину и держать лицо перед камерами. И это, пожалуй, самая теплая история недели. Съемочный вагончик редко бывает местом для настоящих семейных сцен. Обычно это короткая передышка между дублями, спешное повторение текста, грим и пара минут тишины, чтобы просто выдохнуть. Но 29 июля, привычный рабочий день, Озги Ягыз пошел по другому сценарию. На площадку сериала «Закон природы» приехали ее старшая сестра Эзги, зять Синан и маленькая племянница. Озги выложила семейные кадры с короткой подписью «Мои любимые приехали». Ее сестра тоже поделилась совместным видео, и турецкая пресса сразу заговорила об их поразительном внешнем сходстве. И, что важно, факт визита подтверждается публикациями самой семьи, а не пересказом какого-то анонимного источника. То есть перед нами реальная история, а не сплетня. На первый взгляд новость крохотная. Никто не поссорился. Никто не ушел из проекта. Никто не сделал громкого признания. Но, знаете, именно такие моменты порой говорят об актере больше, чем часовые интервью. И сейчас я объясню почему. Съемки большого турецкого сериала – это марафон на выносливость. Рабочий день растягивается на долгие часы. Сцены переснимают по много раз. Погода подводит. А зритель в итоге видит несколько красивых минут на экране и почти никогда не задумывается, сколько труда осталось за кадром. И вот в такой обстановке появление семьи – это уже не просто милое фото для соцсети. Это возможность хотя бы на несколько минут вынырнуть из вымышленной жизни обратно в свою собственную. Сейчас Озги играет Догу в сериале «Закон природы». Ее партнером по проекту стал Алперин Дуймаз, а сама история дала актрисе шанс выйти к зрителю в новом образе. И семейный визит случился именно на площадке этого проекта, в разгар напряженной работы. А теперь скажите честно, русскоязычная аудитория ведь помнит Озги совсем другой, правда? Для очень многих она навсегда осталась Рейхан из Клятвы, тихой, благородной, терпеливой девушкой, на долю которой выпало столько испытаний, что зрительницы порой переживали сильнее самой героини. И феномен Рейхана одним сюжетом не объяснить. Озги попала в образ женщины, которая не кричит о своих чувствах, а проживает их глазами. Такие героини особенно близки зрителям старшего поколения. Они терпят, защищают семью, ошибаются, прощают и продолжают верить в людей даже тогда, когда нормальный человек давно бы хлопнул дверью и ушел. И вот это узнавание, это она как я, оно и делает связь такой прочной. Поэтому уход Озги из Клятвы стал для поклонников настоящим ударом. И тут важно понять механику. Когда актриса покидает историю, к которой зритель привык каждый вечер, исчезает ведь не просто персонаж. Ломается эмоциональная привычка. Люди годами спорят, стоило ли тянуть сериал дальше без Рейхан, и для многих ответ до сих пор очевиден. После Клятвы Озги пришлось доказывать, что ее возможности не заканчиваются одной несчастной героиней. Появились новые проекты, включая Сапфир, где она сыграла Ферая,
Образы менялись, партнеры менялись, а публика все равно искала в ней ту самую мягкость, за которую полюбила Рейхан. И фильмография актрисы действительно связывает ее имя и с Рейхан в «Клятве», и с Ферраи в «Сапфире». И вот что мне лично нравится. Озги не воюет со своим прошлым. Знаете, некоторые артисты прям-таки закипают, когда им напоминают одну старую роль. А тут ощущение совсем другое. Она идет дальше, но не делает вид, будто прежний успех ничего не значил. Это, по-моему, признак зрелости. А семейная встреча на площадке неожиданно подсвечивает еще одну черту Озги. Вокруг нее регулярно крутятся слухи о романах, расставаниях, новых отношениях. Но самые теплые ее публикации почти всегда связаны не с мужчинами, а с семьей. Это, согласитесь, кое-что говорит о приоритетах. Хотя выдумывать за нее личную драму мы, конечно, не станем. Давайте на секунду посмотрим на эту сцену глазами обычной женщины. Вы вымотаны. Вокруг десятки людей. Нужно снова входить в образ, плакать, спорить или изображать влюбленность по команде режиссера. И вдруг дверь вагончика открывается, а там сестра и маленькая племянница. Никакой сенсации не нужно. Несколько таких минут возвращают силы лучше любого торжественного обещания. Теплая история Озги могла бы стать спокойной паузой в нашем выпуске, но турецкая светская хроника не любит долго сидеть в тишине, и рядом уже маячит совсем другой заголовок про Мерта Рамазана Демира и покупку стоимостью 2,5 миллиона лир. Звучит свежо и громко, одна беда. Эта новость недели опоздала почти на 3 года, и вот об этой ловушке нам с вами обязательно нужно поговорить. Заголовок был просто идеальным для легкой сенсации. Новая игрушка Мерта Рамазана Демира стоимостью 2,5 миллиона лир. Молодая звезда, крупная сумма, роскошная покупка. Бери и рассказывай, зрители сбегутся. Только вот дата все испортила. Сюжет действительно лежит на сайте программы «Газет Магазин» и всплывает где-то рядом с выпуском от 30 июля. Но оригинальное видео о дорогой машине Мерта было опубликовано еще 4 сентября 2023 года. Понимаете, что произошло? Перед нами не свежая покупка. Перед нами старый материал, который автоматическая подборка сайта просто снова подтянула к новым выпускам. Алгоритм не думает. Алгоритм механически ставит рядом то, что похоже. Вот именно поэтому даты приходится проверять руками. Поисковая система видит страницу, обновленную сегодня. Человек видит громкий заголовок. Через час в соцсетях уже гуляет сенсация, а еще через день зрителю с серьезным лицом рассказывают про новую машину, которую актер на самом деле купил несколько лет назад. И так рождается половина фейков, которые вы читаете под утренний кофе. Мог ли я просто промолчать и красиво подать эту старую историю как свежую? Мог. Просмотры, наверное, набежали бы. Но ваше доверие стоит дороже одной удачной цифры в статистике. И я предпочту потерять сенсацию, чем врать вам в лицо. Договорились? А что же с Мертом на самом деле происходит сейчас? Его карьера уже перешла в период после зимородка. Весной 2026 года он получил роль Юсуфа в сериале Шоу ТВ «Деликанлы». Официальное описание рисует Юсуфа человеком с сильным чувством справедливости, который ценит труд, честь и верность, но из-за страха потери порой становится слишком контролирующим. Партнерами Мерта стали Мелис Сизен, Салих Бадемджи и Мина Демиртаж. И для актера это был необходимый шаг. Понимаете, Ферит Корхан стал слишком большим. Такой персонаж способен сделать исполнителя знаменитым, но потом начинает ходить за ним по пятам, как тень. Мёрт прожил с Феритом несколько сезонов. Зрители видели избалованного наследника, раненого ребенка, ревнивого мужа, человека, который то пытался измениться, то снова крушил все вокруг. Одни его защищали, другие терпеть не могли. А вот равнодушных почти не осталось, и это, между прочим, главный признак сильной роли.
Официальные материалы Стар ТВ подтверждают, что именно Мерт играл Ферита, а Афра Сарачоглу – Сейран, девушку, мечтавшую учиться и самостоятельно строить свою жизнь. И главная опасность для Мерта была вовсе не в плохих сценариях. Гораздо страшнее было другое – навсегда остаться тем самым Феритом. Зритель ведь привыкает к походке, к манере говорить, к вспышкам характера и начинает видеть прежнего героя даже в новой одежде, в новом сериале с новым именем. Юсуф из Деликамлы задуман иначе. Он не богатый наследник, которому приходится учиться ответственности. Он человек, привыкший держаться за честь и труд. Насколько далеко Мёрт сумел уйти от Ферита – это тема для отдельного большого разбора, и когда-нибудь мы его сделаем. Но сам выбор роли уже показывает, он не собирается бесконечно жевать знакомую формулу. Пресса, впрочем, продолжает разглядывать Мерта через увеличительное стекло. Машина, одежда, выражение лица, случайная фотография – все идет в дело. И причина простая. Публика обсуждает не только актера, она до сих пор ищет продолжение истории Ферита и Сейран в реальной жизни Мерта и Афры. И вот тут скажу прямо, по-мужски. Это тяжелейшая ловушка. Любой человек рядом с Мертом автоматически превращается в соперника Афры. Любой мужчина рядом с Афрой – вызов Мерту. Люди уже не просто следят за двумя артистами. Они пытаются дописать сериал после финальных титров своими руками, у себя в голове. Подтвержденной свежей новости о машине на этой неделе нет. Зато есть очень показательный урок. Имя Мерта настолько востребовано, что старый сюжет легко маскируется под новый, и почти никто не замечает подмены. А вот Афра тем временем дала прессе абсолютно настоящий свежий повод. 24 июля камеры застали ее рядом с поясом Йосма Аглу. И на этот раз речь шла не о старой странице и не о снимке без даты. Вспышки сработали ровно в тот момент, когда мужчина привез актрису домой. И то, как она отреагировала, обсуждала потом вся Турция. Афра Сарачоглу сидела в автомобиле рядом с поясом Йосма Аглу, когда возле дома внезапно выросли журналисты. Вспышки камер застали обоих врасплох. Афра закрыла лицо рукой и бросила короткую фразу: «Друзья, поговорим позже». Все это произошло 24 июля в стамбульском районе Арнавутки. Хабертырк сообщил, что Пайрас привез актрису домой. Издание называет их парой. Но давайте будем точны. Сама сцена не содержала никакого нового публичного рассказа Афры об отношениях, планах или совместном будущем. Просто мужчина подвез женщину. Просто она не захотела говорить. Казалось бы, ну что тут обсуждать? В обычной жизни такой эпизод закончился бы через 5 секунд и никого бы не взволновал. Но с Афрой обычной жизни давно не существует. И вот почему. Поклонники Зимородка слишком долго следили за историей Сейран и Ферита. А потом экранная близость Афры и Мерта перетекла в бесконечную череду реальных слухов, фотографий, расставаний и предполагаемых примирений. Зрители привыкли читать любое движение одного из них как послание другому. Такой уж рефлекс выработался за годы. И вот теперь рядом с Афрой возникает Пайрас, и публика мгновенно раскалывается на лагеря. Одни радуются, что актриса начала новую жизнь, другие не верят и ждут возвращения Мерта. Третьи вглядываются в выражение ее лица, будто прикрытая рукой щека способна выдать официальный ответ. А четвертые уже пишут гневные комментарии, словно Афра лично им что-то пообещала и нарушила. Давайте сохраним трезвую голову. Совместные появления Афры и Пойраза случались и раньше. В июне Хабертырк писал, что актриса жестом подтвердила обсуждавшиеся отношения. Свежие кадры показывают, что они продолжают проводить время вместе. Но детали этой связи принадлежат им двоим, до тех пор, пока сами участники не решат рассказать больше. И это, к слову, их полное право. Закрытое лицо Афры тоже, кстати, ничего драматического не доказывает.
Человек может просто не хотеть фотографироваться поздно вечером, может устать, может не желать обсуждать личное на пороге собственного дома. Прятать лицо от вспышки – это совсем не то же самое, что скрывать великую тайну. Иногда закрытая рука означает ровно одно – «я устала, оставьте меня в покое». А вот сильная реакция зрителей вполне объяснима, и я ее понимаю. Афра много лет играла женщин, чья личная жизнь проходила под давлением семьи и общества. Госпожа Фазилет и ее дочерях она была Эдже, младшей дочерью, через которую амбициозная мать пыталась дотянуться до богатства и статуса. В «Зимородке» она сыграла Сейран, мечтавшую получить образование и самой распоряжаться своей судьбой. И вот вам грустноватый парадокс, над которым стоит задуматься. Героини Афры на экране бьются за право самим выбирать свою жизнь, а сама актриса в реальности постоянно натыкается на публику, которая пытается выбрать за нее подходящего мужчину. Чувствуете иронию? Люди аплодировали Сейран, бравшиеся за свободу, и тут же отказывают в этой свободе живой Афре. Мне понятна любовь зрителей к паре Афры и Мерты. Экранная химия не рождается по приказу режиссера. И когда она возникает, люди верят героям, переживают, годами хранят надежду. Но любовь к красивой паре не дает права требовать от актеров продолжать эту историю за пределами съемочной площадки. Это уже не любовь. Это, простите, немного собственничества. Есть еще одна причина, почему эти фотографии так зацепили публику. Афра не устраивала показательного выхода. Никаких поз перед камерами, никакого громкого интервью, никакого выверенного объявления. Обычный вечер, автомобиль, внезапная вспышка и просьба вернуться к разговору позже. И вот эта естественность, как ни странно, цепляет сильнее любой отрепетированной фотосессии. Живое всегда притягивает больше постановочного. Пайрас я смогу, пока остается для широкой сериальной аудитории человеком со стороны. Он не экранный партнер, не участник привычной истории. Именно поэтому фанатам нужно время, чтобы принять новую реальность и просто отпустить. Личная жизнь знаменитости всегда разгоняет фантазию, это нормально. Но хороший рассказчик обязан остановиться там, где заканчиваются факты. А факты такие. Афру и Пойраза видели вместе. Он привез ее домой. Она отказалась говорить в тот момент. Все остальное – чужие ожидания, не более того. После такого внимания к каждому шагу легко понять желание некоторых звезд просто сесть в самолет и на время исчезнуть из светской хроники. Сини Мунсал выбрала именно этот путь – Европу. Пока зрители гадали о дальнейшей судьбе Алии, актриса меняла города, отдыхала и наблюдала со стороны, как далекий город начинает жить уже за пределами Турции. Сини Мунсал провела последние недели совсем не в мрачных особняках Мардина. После изматывающего сезона она отправилась в европейское путешествие. Сначала Барселона, потом Афины. 29 июля турецкие издания обратили внимание на ее новые отпускные кадры из греческой столицы. И контраст тут выходит почти кинематографичный. На экране синим это Алия, женщина, которая приехала из Канады в Мардин и оказалась внутри сурового мира семьи Альбора. А в жизни летние улицы, солнце, легкая одежда и редкая роскошь никуда не бежать. Две совершенно разные вселенные в одном человеке. Отдых синим вызвал интерес еще и потому, что второй сезон «Далекого города» потребовал от актрисы серьезной эмоциональной отдачи. Алия постоянно защищает сына, отстаивает свои решения и одновременно пытается разобраться в чувствах к Джихану. Официальный канал Ды описывает ее как врача, приехавшего из Канады в Турцию, а роль Джихана исполняет Озан Акбаба. И почти одновременно с отпускными кадрами пришла любопытная новость. Профильные сериальные страницы сообщили, что с 29 июля «Далекий город» начал выходить на колумбийском телеканале Каракол ТВ. Несколько отраслевых аккаунтов повторили одну и ту же дату и один и тот же канал.
Но, и тут я обязан быть честным, прямого отдельного пресс-релиза «Каракол» в доступных материалах я не нашел. Поэтому правильная формулировка звучит так. О колумбийском показе сообщили профильные источники, а не сама Синем и не официальный канал. Мелочь. Не мелочь. Именно из таких мелочей и складывается разница между новостью и слухом. А почему это вообще важно? Турецкие сериалы давно колесят по миру, тут никого не удивишь. Но далеко не каждый проект способен заинтересовать новую страну прямо в разгар успеха на родине. Международный показ буквально продлевает жизнь персонажам. Алью вдруг начинают обсуждать люди, которые никогда не были в Мардине и, возможно, впервые слышат имя Синем Унсал. Это, если хотите, вторая жизнь роли. А ведь сама актриса пришла к этому успеху совсем не мгновенно. Многие запомнили ее как доктора Назлы в «Чудесном докторе». Там Синем играла молодую женщину, которой приходилось быть сразу и врачом, и другом, и эмоциональной опорой для Али. Официальная биография телеканала Now указывает роль Назлы в период с 2019 по 2021 год. Назла легко могла стать просто еще одной симпатичной героиней медицинской драмы, но Синем сделала ее живой. В ней была теплота, было раздражение, была усталость, была настоящая человеческая неловкость. Зритель видел не идеального врача с плаката, а женщину, которая сама училась понимать другого человека. И вот это подкупало. После такого проекта многие актрисы надолго растворяются в тени любимой роли. Синем прошла через менее успешные сериалы, пробовала комедию, пробовала триллер, работала в театре, и «Далекий город» вернул ее на вершину, но уже в новом качестве. Потому что Алия совсем не похожа на Назлы. Она жестче, опытнее, осторожнее. Ее материнская линия делает персонажа особенно близким женщинам, которые привыкли ставить благополучие ребенка выше собственных желаний. А романтическая история с Джиханом работает именно потому, что не отменяет ее главную борьбу, а идет где-то рядом. Синем и Озан Акбаба, кстати, сумели построить пару без подростковой суеты. Между ними больше молчания, больше ответственности, больше внутреннего сопротивления. И для зрелой аудитории такая любовь часто звучит куда убедительнее бесконечных случайных поцелуев и громких клятв. Взрослый зритель узнает в этом себя. Поэтому и путешествие в Афины воспринимается не просто как отпуск красивой актрисы. Это короткая пауза женщины, которая весь сезон тащила на плечах тяжелую драму. Публика наконец увидела Синем без Альи, расслабленную, спокойную, живую. А международный путь далекого города между тем только начинается. Если сообщение о показе в Колумбии получит официальное подтверждение канала, история Али и Джихана обретет еще одну огромную аудиторию. А следующий наш герой давно знает, как турецкая роль превращается в международный феномен. Только на этой неделе он не сделал вообще никакого громкого заявления. И его молчание, как всегда, породило больше домыслов, чем чье-либо длинное интервью. Речь о Чагатае Улусое. Свежие отдельные новости о Чагатае Улусое за эту неделю практически нет. Ни объявления о новом романе, ни неожиданного ухода, ни громкого интервью. И вот тут внимание. Отсутствие новостей в случае Чагатая никогда не означает отсутствие интереса. Это вообще про него ключевая мысль. Так устроен его публичный образ. Чем меньше актер говорит, тем активнее публика заполняет тишину собственными версиями. Природа, как известно, не терпит пустоты, а фанатская фантазия тем более. Вот вам пример. Весной по соцсетям разлетелся текст, будто Чагатай завершает актерскую карьеру из-за сильной усталости. Проверка показала, что сообщение вообще не исходило из его официального аккаунта и было обычным поддельным скриншотом. Слух родился еще в мае. Так что выдавать его за новость последней недели нельзя, и я этого делать не стану, хотя, признаюсь, соблазн для просмотров тут огромный. И такие истории липнут именно к Чагатаю, это не случайность.
Он не ведет ежедневные эфиры, редко объясняет каждый свой шаг, не превращает личную жизнь в бесконечный сериал. А когда человек молчит, за него всегда начинают говорить другие. Причем говорят обычно самое громкое. Реальность же куда спокойнее любых слухов. Чагатай сыграл Эшрефа Тека в сериале «Мечта Эшрефа», завершившемся в июне после 2 сезонов. Официальная страница «Канал Д» описывает персонажа как серьезного и немногословного человека, за внешней жесткостью которого прячется глубокий эмоциональный мир. А его партнершей в проекте стала Демет Оздемир в роли Нисан. Запомните этот факт, он нам скоро пригодится. Эшреф словно слеплен из тех качеств, которые публика давно приписывает самому Чагатаю. Молчание, сдержанность, сила, ощущение скрытой внутренней жизни. Но смешивать актера и героя – большая ошибка. Улусой прекрасно умеет пользоваться своим публичным образом, но его профессия давно вышла за рамки одного типажа. Вспомните Эмира из «Назвала я ее Фериха». Молодой, богатый, самоуверенный красавец, попавший в сложную историю любви и социального неравенства. Для огромного числа зрителей именно этот персонаж стал первым знакомством с Чагатаем. С него все и началось. Потом появился Яман из Прилива, парень из бедного района, заброшенный в совершенно чужую среду. За ним пришел Сарп изнутри, где актеру пришлось играть человека, зажатого между долгом, семьей и опасной двойной жизнью. А первый турецкий оригинальный сериал Netflix «Защитник» открыл Чагатаю уже глобальную цифровую аудиторию. Позже были «Портной», «Кюбра» и другие проекты, где он раз за разом выбирал мужчин с тайнами, внутренними разломами и тяжелой ответственностью. Его карьера действительно включает «Назвала я ее Фериха», «Прилив», «Внутри», «Защитника». Скажу честно, без придыхания. Чагатай не всегда удивляет выбором характера. Его герои часто молчаливы, травмированы и притягательны, тут есть определенная повторяемость. Но внутри этой формулы он научился находить разные оттенки. Один мужчина защищает любовь, другой – брата, третий – собственную веру, четвертый – власть. И это уже мастерство, а не везение. Закрытость стала его настоящим преимуществом, и вот это интересный поворот. Поклонники не получают Чагатая каждый день, поэтому каждое его появление сохраняет ценность. В эпоху, когда знаменитости показывают завтрак, тренировку, дорогу на работу и вечерний диван, редкость превращается в отдельный вид роскоши. Дефицит всегда стоит дороже. И ностальгия по старым ролям тоже не мешает ему двигаться вперед. Зрители могут сколько угодно любить Эмира, но Чагатай не пытается снова натянуть его костюм. Он стареет вместе со своей аудиторией и выбирает более тяжелых взрослых мужчин. Поэтому на этой неделе разумнее не выдумывать ему фальшивую сенсацию, а признать простую вещь. Иногда актер остается интересным без всякой новой сплетни. Его недавний сериал продолжают обсуждать, а имя все еще держит внимание само по себе. И это, если вдуматься, редкий талант. А рядом с ним, в мечте Эшрефа, находится женщина, которая как раз преподнесла настоящий свежий сюрприз. Демет Оздемир снова запела. И это, что важно, не фанатский монтаж и не старая запись из сериала, которую выдали за премьеру. Это реальная, подтвержденная премьера, как раз то, что мы с вами любим. 24 июля Демет Оздемир выпустила песню «Ким Зарар». Композиция появилась на цифровых площадках и официальном канале Pol Production как часть проекта, посвященного песням Эды и Метина Азулькю. И удивила эта новость только тех, кто воспринимает Демет исключительно как актрису, потому что музыка и движения появились в ее жизни раньше больших сериалов. Она начинала как танцовщица, работала в сценических коллективах и только потом пришла в актерскую профессию. Так что корни у этого шага глубокие. Именно поэтому песня не выглядит внезапной попыткой запрыгнуть в модный поезд. Скорее наоборот, Демет вернулась к той части себя,
которую зрители видели гораздо реже. К той, с которой все начиналось. Название можно перевести примерно как «Кому от этого вред?». И уже сама фраза звучит очень по-деметовски. Немного дерзости, немного боли и ощущения женщины, которая порядком устала оправдываться за собственное решение. Согласитесь, в этом есть характер. И тут сразу остановлю одно преувеличение, пока оно не разрослось. Выход композиции не означает, что Дэмит бросает сериалы и переквалифицируется в профессиональную певицу. Такого заявления не было. Актриса записала песню в рамках конкретного музыкального проекта и продолжает работать в кино и на телевидении. Не надо хоронить актрису, она никуда не уходит. Совсем недавно зрители видели ее в «Мечте Эшрефа» рядом с Чагатаем Улусоем. Демет сыграла Нисан, молодую музыкантку, ставшую важной частью жизни Эшрефа. Музыкальная линия героини давала актрисе возможность петь прямо в сериале, поэтому новая композиция воспринимается как естественное продолжение ее творческого образа. Все сходится. На мой взгляд, Демет всегда была сильнее всего там, где могла соединить движение, эмоцию и легкую самоиронию. Она не из тех актрис, что боятся выглядеть смешными. И именно это когда-то вытащило ее в романтических комедиях, а позже позволило убедительно перейти к более драматическим историям. Умение смеяться над собой – вообще недооцененный талант. А теперь про проблему, которая знакома любой популярной комедийной актрисе. Зритель хочет, чтобы она всегда улыбалась. Всегда. Стоит Демет взять тяжелую роль, и часть аудитории тут же спрашивает, куда делась прежняя легкость. Стоит ей станцевать или выпустить песню. Другая часть заявляет, что ей давно пора заниматься только серьезным кино. Улавливаете, в какую странную ловушку загоняют человека. Женщину сначала хвалят за многогранность, а потом требуют выбрать только одну грань. Так не бывает, точнее бывает, но это несправедливо. И Демет, похоже, это давно перестала трогать. Она может играть Нисан, записывать музыку, сниматься в рекламе и при этом не отчитываться, какая из этих профессий настоящая. А знаете, что я думаю? Возможно, настоящая Демет как раз в этом смешении всего сразу и есть. Не в одной грани, а в их сумме. Композиция Кимзарар хороша для нашего выпуска, еще и своей эмоциональной температурой. После слухов, прикрытых лиц и старых заголовков, наконец-то появляется простая подтвержденная премьера. Песня существует. Дата известна, официальное видео опубликовано. И не нужно ничего додумывать, ни тайный роман, ни конфликт за кулисами. Отдых для головы, честное слово. Но именно музыка Демет неожиданно вывела нас к совсем другому событию. На этой же неделе Эльчин Сангу приехала в Стамбульский дворец правосудия. И ее имя оказалось связано с расследованием вокруг благотворительной организации Агабаб. Заголовки выглядели тревожно. Хотя реальная роль актрисы в этой истории заметно отличалась от того впечатления, которое лепили некоторые публикации. И вот это различие нам с вами нужно разобрать особенно внимательно. 28 июля Эльчин Сангу приехала для дачи показаний в рамках расследования, связанного с деятельностью Агабаб. Перед входом она спокойно сказала журналистам, что ей зададут вопросы, и она на них ответит. Без истерики, без драмы. Просто пришла и объяснила. И вот эта короткая фраза звучит куда точнее большинства громких заголовков. Давайте зафиксируем главное, прежде чем идти дальше. Эльчин не объявляли виновной. В открытых материалах нет ни слова о предъявленном ей обвинении. Она рассказывала следствию, как участвовала в помощи после землетрясения 6 февраля. Вот и все. Свидетель, дающий показания, это не подсудимый. Разница огромная, и мы ее не потеряем. По опубликованным выдержкам, актриса лично перечислила на счет организации 100 тысяч турецких лир. Она также связывалась с брендами, с которыми работала, и спрашивала, смогут ли они передать необходимые товары.
Эльчин объяснила, что доверие вызывали сотрудничество организации с государственными учреждениями, разрешенные реквизиты для пожертвований и доступные на тот момент отчеты. То есть она действовала не вслепую, а опираясь на то, что тогда выглядело надежным. Но самая тяжелая часть ее слов касается вовсе не денег. Эльчин сказала, что переживает из-за возможной потери людьми желание помогать другим. По ее мнению, после подобных историй человек может начать подозревать любую благотворительную инициативу и просто пройти мимо тех, кому действительно нужна поддержка. И вот здесь, друзья, тема выходит далеко за рамки светского скандала. Задумайтесь на секунду. Известные люди обладают огромной аудиторией. Во время бедствия их участие помогает молниеносно собирать вещи, средства, внимание. Но то же самое публичное имя превращает их в удобную мишень, как только к организации возникают вопросы. Помог громко и первым же попал под прожектор. Есть в этом какая-то горькая несправедливость, согласны? Эльчин рассказала, что пришла помогать по собственной воле. По ее словам, никто ее не заставлял и не давал тайных указаний. Она увидела масштаб трагедии, знала пострадавших и просто решила действовать. Так поступил бы любой нормальный человек с возможностями. Разумеется, расследование должно установить, что происходило внутри самой организации. И это правильно, это нужно. Но задача рассказчика – не оправдывать заранее и не обвинять заранее. Участие человека в благотворительной кампании само по себе не доказывает его причастность к возможным нарушениям других лиц. Это два разных вопроса, и смешивать их значит врать. Подача такой новости требует холодной головы, и я вас об этом честно предупреждаю. Фраза «Эльчин Сангу оказалась в центре расследования» формально цепляет взгляд, но создает ложное впечатление, будто актриса – фигурантка. Точнее сказать иначе, актриса дала показания и объяснила происхождение своего пожертвования и свое участие в волонтерской работе. Чувствуете, насколько это спокойнее звучит? А ведь это и есть правда. Для многих зрителей имя Эльчин до сих пор намертво связано с Дэфне из «Любви напрокат». Рыжеволосая девушка, долги, сложная сделка, Амер и та романтическая история, что превратила Эльчин Сангу и Барыш Ардуча в одну из самых любимых экранных пар. Официальные биографии телеканалов тоже называют роль Дэфне главным этапом ее известности. Дэфне была героиней, которую невозможно не полюбить. Смешная, гордая, ранимая, вечно разрывающаяся между чувствами и обстоятельствами. Успех оказался таким мощным, что зрители годами ждали нового совместного проекта Эльчин и Барыша. Некоторые ждут до сих пор. А за пределами экрана сама Эльчин всегда была человеком прямым. Она может ответить резко, поспорить, не играть удобную звезду на показ. И в ситуации с Сайх-Баб эта прямота проявилась в полной мере. Актриса не спряталась от камер, не разыграла драматическую сцену на ступенях суда, не выдала заготовленное, слезливое оправдание. Она просто пришла отвечать на вопросы. И, честно говоря, в этом больше достоинства, чем в любом громком заявлении. Мне кажется, именно так эту историю и нужно рассказывать. Без страшной музыки, без красных надписей, без славы Виновна, там, где нет вообще никакого решения суда. Знаете, спокойная документальная подача порой производит впечатление куда сильнее, чем истерика, потому что ей веришь. Но история Эльчин не стала последней в этой цепочке. Уже 29 июля выяснилось, что для дачи показаний вызвали еще нескольких известных людей, и среди них оказался Керем Бюрсин. А вот вокруг его имени заголовки закрутились такие, что нам с вами придется быть особенно осторожными. Потому что именно здесь легче всего сломать человеку репутацию одним неаккуратным словом. Имя Керема Бюрсина появилось в новостях 29 июля. Сообщалось, что его вместе с Берной Лачин, Эдейдже, Фарах Зейнеп Абдуллах и Ирем Хельваджиоглу вызвали в прокуратуру для дачи показаний по тому же расследованию Акбаб
И давайте сразу, с первой секунды, отделим факт от пугающей фантазии. Керема вызвали дать показания. Это не равно задержанию, это не равно предъявлению обвинения. И уж точно это не равно приговору. В доступных публикациях нет ни слова о том, что актеру что-то предъявили. Запомните это, прежде чем поверите очередному крикливому заголовку. Разница ведь колоссальная. Человека могут вызвать по десятку причин, потому что он делал пожертвования, потому что участвовал в кампании, потому что контактировал с организацией, потому что просто располагает информацией, полезной следствию. И пока официально не обозначен иной статус, превращать его в участника преступной схемы – это уже не журналистика. Это бездоказательное обвинение. А некоторые заголовки, между прочим, построены очень хитро. Я вам сейчас покажу прием. В первой строке – упоминание серьезного расследования. Дальше – список известных имен. И все. Дальше зритель сам соединяет эти куски и делает самый тревожный вывод. Формально автор ничего не утверждал, придраться не к чему, а осадок у вас в голове уже остался. Грязный трюк, и я его терпеть не могу. Керем много лет участвует в общественных и благотворительных инициативах, так что его возможные контакты с крупной организацией помощи выглядят вполне естественно. Но содержание его показаний мы будем обсуждать только тогда, когда появятся подтвержденные материалы, не раньше. К моменту нашей записи достоверно известно, что Керема вызвали в качестве лица, располагающего информацией, и 31 июля он приехал в Стамбульский дворец правосудия для дачи показаний. И только на этих подтвержденных фактах мы и стоим. Для русскоязычной аудитории Керем остается одним из главных лиц турецкой романтической волны. Одни узнали его благодаря «В ожидании солнца», где он сыграл Керема Сайера, другие пришли гораздо позже, после роли Серкана Балата в «Постучись в мою дверь». Именно эти две работы стали ключевыми точками его телевизионной известности. А ведь Керем Сайер и Серкан Балат – совершенно разные мужчины. Первый – молодой парень с агрессией, семейными ранами и тяжелым взрослением. Второй – успешный архитектор, привыкший все держать под контролем, пока любовь не разнесла его идеальный порядок в щепки. Но кое-что общее у них все же есть, и это интересно. Керем Бюрсин умеет играть мужчин, которые снаружи уверены в себе, а внутри куда уязвимее, чем готовы показать. Возможно, именно поэтому женская аудитория так долго остается рядом с ним. Одного красивого лица тут мало. Зрителю нужен тот самый момент, когда сильный мужчина наконец опускает щит, и Керем этот момент играет мастерски. А после «Постучись в мою дверь» он столкнулся ровно с той же проблемой, что и Ханде Эрчел, помните, с которой мы начинали разговор о ней? Публика перестала разделять актеров, персонажей и реальные отношения. Любая новость о Кереме автоматически вытаскивает имя Ханде. Любое интервью Ханде разворачивает разговор к Керему. Они словно склеены в общественном сознании. И вот связывать нынешний вызов в прокуратуру с их прошлой историей было бы особенно нелепо. Это абсолютно разные темы, между которыми нет ни малейшего фактического моста. Общее у них ровно одно – повышенное внимание к двум знаменитым людям, и все. Больше ничего. А знаете, как неожиданно замыкается весь наш выпуск? Прямо здесь. Ханде вначале говорил о необходимости выходить за границы собственного мира, а Керем оказался в ситуации, где его имя наоборот пытаются втиснуть в границы одного тревожного заголовка. Два зеркальных случая. И оба напоминают, как легко публика лепит человеку готовый образ, и как чертовски трудно этому реальному человеку потом из образа выбраться. Керем уже исполнил вызов и приехал в Стамбульский дворец правосудия для дачи показаний. А любые выводы можно делать только после новых официальных сообщений. Не раньше, и я лучше подожду фактов вместе с вами, чем побегу впереди с догадками. Самая честная позиция на сегодня звучит предельно просто. Керем приехал для дачи показаний как лицо,
располагающей информацией. Сведения о предъявленном обвинении нет. Любая более громкая версия пока всего лишь домысел. И точка. А закончить мне хочется не судебной тревогой, а одним наблюдением, которое, по-моему, и есть смысл всего выпуска. За эту неделю мы с вами увидели, насколько разной бывает цена известности. Джан Яман вышел за наградой и услышал аплодисменты целого зала. Афра закрыла лицо от вспышек прямо у порога дома. Синим попыталась просто выдохнуть после тяжелого сезона. Эльчин пришлось объяснять, почему она вообще захотела помочь людям. А Керим еще до собственных подробных слов уже стал героем пугающих заголовков. Звезда турецкого сериала живет сразу в двух мирах. В первом она играет любовь, верность, предательство и надежду, и мы ее за это обожаем. А во втором обычная поездка, пожертвование или короткое молчание вдруг превращаются в события национального масштаба. И наша с вами задача не лишать эти истории эмоций. Без эмоций турецкие сериалы и новости о любимых артистах потеряли бы половину своего очарования. Чего уж там. Задача в другом. Не позволять эмоции подменять правду. Вот и вся философия этого канала, если коротко. А теперь я хочу услышать вас. Какой момент этой недели зацепил вас сильнее всего? Награда Джана Ямана? Новая история Афры Сарачаглу? Музыкальный поворот Димет Аздемир? Или спокойное и полное достоинство слова Эльчин Сангу после ее приезда в суд? Напишите честно, без оглядки на других. Иногда мнение зрителя раскрывает эпоху точнее, чем самый громкий заголовок. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца и вместе со мной отделяли подтвержденные факты от громких слухов. Поверьте, это дорогого стоит. Поделитесь своим мнением в комментариях. Какая новость удивила вас сильнее всего и о ком из турецких актеров вы хотели бы услышать в следующем выпуске? Я правда читаю и учитываю. Поддержите видео отметкой «Нравится» и подпишитесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропустить новые истории, свежие новости и закулисные подробности из мира турецких сериалов. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Совсем скоро мы снова встретимся здесь, на канале «Любовь и мечты».